приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Момент, которого мы все с нетерпением ждали, наконец-то настал. Мы рады объявить о выпуске долгожданного Keyword T68100 US Avengers Edition для American Truck Simulator. По многочисленным просьбам нашего увеличенного сообщества мы заключили партнерство с Keyword, чтобы предоставить вам совершенно новый автомобильный Keyword T68100 US Avengers Edition. Это культовый грузовик олицетворяет столетнюю приверженность Keyword, совершенству и инновация, что делает его обязательным для каждого дальнобойщика. Ссылка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Специальное издание отличается решеткой из Onyx и крышками фильтров, отличительными значком Keyword 100 на спальном кабине, роскошным интерьером с красными акцентами и серебристой отделкой. Сиденье и рулевое колесо, а также специальный черный диск ограниченной серии с серебристой отделкой передает автомобилю нотку изысканности. Безопасность сочетается с инновациями благодаря цифровой зеркалам, редактору слепых зон и системе управления холостым ходом. Keyword в задней части кабины аэрокиты от Fleet Wellon улучшают аэродинамику, а конфигурация грузовика может похвастаться самыми высокими спальными местами. С 76-дюймовым спальным местом на крыше в сочетании с шасси 6х4 системой подвески. Приготовьтесь и к стильному виртуальному путешествию в честь неприходящего наследия Keyword. Этот проект процветал благодаря фантастическому сотрудничеству с Keyword, особенно с Брианой Поттенс и ее командой, с которой было так приятно сотрудничать. При создании такого грузовика особая благодарность также выражается нашей команде разработчиков автомобилей, особенно Даниэлю Антониону и нашему внешнему коллеге Рэнсю Теракантху из Новой Зеландии. Следите за обновлениями, чтобы узнать эксклюзивные интерьеры с Даниэлом и Рэнди, в которых они расскажут о разработке Keyword T68100 US Avengers Edition. Хотя мы гордимся тем, что выпускаем юбилейную версию как раз к празднованию столетия Keyword, это всего лишь первый этап полного выпуска T680. Этот проект был выполнен в сверхскоростном графике, и мы выполнили его вовремя, благодаря сложенному сотрудничеству с экспертами с Keyword. Однако нам потребуется еще несколько месяцев, чтобы завершить все настройки, к которым наше лучшее сообщество когда-либо привыкло при получении нового семейства автомобилей с полным обслуживанием, так что следите за обновлениями. Приготовьтесь к поездке к всей жизни с Keyword T680-100 US Avengers Edition в American Truck Simulator. Следите за обновлениями, подписывайтесь на наш канал в социальных сетях Instagram, Facebook, TikTok. Увидимся в пути. В связи с недавним выпуском дополнения сельскохозяйственной техники для American Truck Simulator мы хотели воспользоваться возможностью пообщаться с одной из движущих сил нового уникального дополнения. В сегодняшнем блоге под капотом мы поговорим с Сониславом Л., одним из наших 2D 3D графических дизайнеров, который помог воплотить идею в жизнь. Благодаря двум новым внутриигровым брендам дополнение сельскохозяйственная техника позволяет водителям доставлять различные уникальные грузы на низкорамных подвесных или бортовых прицепах в ряд крупных и малых отраслей, связанных с сельскохозяйственным по всему виртуальному миру и American Truck Simulator, и так что послужил источником вдохновения при создании такой DLC. Продолжайте свой путь по США от побережья мимо скалистых гор с их снежными вершинами диких долин и извилистых дорог. Мы прибыли в совершенно другую местность, великие равнины. Станислав объясняет, это область сельскохозяйственного и основы страны. Кажется, что поля тянутся бесконечно на многие мили, и золотистым урожай готов к уборке. Мы почувствовали, чтобы правильно больше представить фермерство в наших играх и подчеркивать важность сельскохозяйственной отрасли. В конце концов, она обеспечивает продовольственные миллионы американцев каждый день. Итак, какая была роль Станислава в создании дополнения к
к сельскохозяйственной технике. Мы попросили его выяснить. Я считаю, что я хорошо подхожу для дополнения к фармингу. Помимо языка дизайна, я внешнего вида машин, и в них много механизмов и функциональных деталей. За всеми навороченными козырями скрывается серьезные практические стороны, которые бросаются в глаза с первого взгляда. Станислав рассказывает нам: я думаю, что много сказал, что понимаю, как работают эти машины, потому что у меня есть 12-летний опыт в работе в хозяйственной отрасли. Я учился и на техническом факультете, который является основным университетом сельскохозяйственного образования и исследований здесь, в Праге. Затем я продолжал учебу и работу в научно-исследовательском институте сельскохозяйственного машиностроения. Я был ученым. Затем я перешел на работу в одну из крупнейших компаний, которая разрабатывает и производит собственные машины здесь, в Чешской Республике. Мои должности включали работу в отделе проектирования, который включал в себя помощь команде в администрировании их данных моделей, а также запрограммировал множество автономных и интегрированных инструментов на Java. Оптимизировал их рабочие процессы с помощью пользовательских классов в их CMS и так далее. Затем я переключился с IT на графику, потому что это была тема, которую я всегда любил больше всего, и стал руководителем графического дизайна в отделе маркетинга. Наличие такого образования и предыдущего опыта работы оказалось бы невероятно полезным, когда дело дошло до создания дополнения фильмов. Сельскохозяйственная техника DLC. Станислав объясняет, как художник-концептуалист высасывает свои, я трансформирую идеи из слов или абзацев в визуальную форму. Я помогаю спроектировать их, как будет выглядеть DLC. Я создал концептуальный проект для всех машин, которые мы хотели изобразить в DLC. Мы создали два игровых бренда, Ovi и Green Hell, которые полностью вымышлены, а также спроектированы 9 машин с некоторыми различиями между брендами. Нашей целью было сделать их как можно более реалистичными, чтобы вы, игрок, погрузились в атмосферу реалистичных грузов, которые используются в сельскохозяйственном хозяйстве. Итак, сколько людей было задействовано в создании такого DLC? На самом деле, многие люди были частью этого проекта, помогали нам успешно выпустить его и доставить игрока. Станислав рассказывает нам: Доминик, дизайнер 3D-графики, технический супервайзер, отвечал за техническую сторону моделирования, а я больше занимался художественной стороной, дизайном. Я также должен упомянуть исследовательский отдел, который представил нам множество ресурсов и информации о сельскохозяйственной технике США. Они помогли нам в выборе категорий и типов машин, которые в конечном итоге были выбраны для этого дополнения. На этапе производства над дополнением работали несколько дизайнеров 3D-графики. Нам нужно было создать 9 машин, поэтому каждая из них заготовил одну или две модели. Было здорово иметь такую большую команду, потому что мы могли работать над многими моделями одновременно и сократить время производства. Последний этап включал их внедрение в нашу игру, в выстроение, тестирование и исправление ошибок. У нас также был небольшой внутриигровой круг, в который входили Смети, старший художник по автомобилям, и Питер, дизайнер 3D-графики, оба имеющих опыт работы в сельскохозяйственной отрасли. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в создании такого DLC. Это было не произошло без их напряженной работы. Итак, сколько времени ушло на создание такого DLC? Какие грузы были самыми забавными или наиболее сложными в создании? Станислав делится с нами своим ответом. Я думаю, на этом ушло около года. От стадии идеи до подготовки производства, внедрения в экономику, тестирования, исправления ошибок и так далее. Хотя довольно трудно вспомнить, когда мы конкретно начали говорить об этом. Что касается вопроса о грузах с гусеничным трактором, было по-настоящему весело. Это электростанции поля. Он всегда отличается великолепной эстетикой и является флагманом производителя. Футуристический вид. Мне очень понравилось это. Мне нравится экспериментировать со всеми изгибами и аэродинамическими линиями, которые на нем изображены. Разработка этой модели была увлекательной, так как я хотел поделиться. Мне также очень понравилось работать над автономным трактором, поскольку за ним будущее он вот-вот появится на рынках в реальном мире. Создавать аксессуары для салона тоже было интересно. Было здорово перейти от использования твердой стали и надежных механизмов машины к работе с плюшевыми игрушками и немного поиграть с ними, как будто мы снова маленькие дети.
Вероятно, самым сложным аспектом этого дополнения были высвещение агрегат, не с точки зрения дизайна, а с технической стороны. Это связано с тем, что кузовов, которые могут скрывать внутренние детали, не так много, и вы практически все это видите. Ежегодно обозначено каждая отдельная деталь, находится на машине и видно всем. Поэтому было не просто изобразить ее и стилизовать в рамках нашего ограниченного по полигонам. Любаш, дизайнер 3D-графики, проделал над ней отличную работу. Мы благодарим Станиславу за то, что он выкроил время из своего рабочего графика, чтобы немного рассказать нам об этом дополнении. Мы спросили его обо всем, что мы хотели бы поделиться с вами, наше лучшее сообщество когда-либо. Веселитесь, играйте в игры-симуляторы лучшие и предоставьте несколько сельскохозяйственных машин в этом дополнении. Помогите фермерам в их тяжелой работе. Ой, и просто хочу кое-что поделиться. У вас еще есть больше информации, которой мы хотели поделиться с вами, но которая не попала в этот блог. Мы играем с идеей создания загруженности дополнения Marking of Farming DLC. Дайте нам знать в комментариях, если вы будете интересоваться, знакомиться с этим, а также с другими темами в других форматах, помимо нашего блога. Если вы еще не сделали, обязательно ознакомьтесь с дополнением сельскохозяйственной техники, которая сейчас доступна в American Truck Simulator в Steam. Если у вас уже есть это замечательное дополнение, и оно вам нравится, подумайте о том, чтобы оставить положительный отзыв и для нас. Мы надеемся, что вам понравится обзор этого дополнения. Дайте нам знать, если в будущем захотите почитать о каких конкретных предметах, а пока продолжайте заниматься грузовиками. Ссылка на данный DLC находится в описании данного видеоролика. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. Мы чувствуем, что вы с нетерпением ждете дополнения Небраска, и сегодня мы рады удовлетворить это любопытство, предложив вам взглянуть в закулисье его разработки. Приготовьтесь быть очарованным разнообразными пейзажами, которые вас ждут от травянистых дюн до волнистых холмов, от кукурузных полей до лугов и очаровательных реки Плат, протекающей через все это. Небраска далеко от однообразного участка земли. Фактически дополнение обещает продемонстрировать богатое биоразнообразие штата через различные биомы. Песчаные холмы, напоминающие травянистые дюны, предоставлены собой уникальный живописный рельеф. Низкорослые прерии, украшенными пологими холмами и знакомыми горами, обещают вам незабываемых впечатлений от вождения по ее ландшафтам. Разнотравные прерии открывают взору обширные поля кукурузы, соевых бобов и сорого, создавая лоскутную одеяло сельскохозяйственной красоты. А для тех, кто предпочитает созерцать более высокие травы, предлагает сочетание лугов и полей, добавляя еще одну слой к визуальному богатству. Небраски. Каждый биом представляет собой новые вызовы, гарантирующие, что каждая поездка станет особенным приключением. Одной из отличных особенностей Небраски является ее сложная сеть рек и ручьев. Приготовьтесь к встрече с самой известной из них, рекой Плат. Этот знаменитый водный путь проходит через несколько городов, дорог и хайвеев, создавая живописный фон для вашего путешествия, пересекая их по мостам или двигаясь вдоль извилистого русла реки Плат. Станет вашим спутником в путешествиях, привнося нотку безмятежности в шум виртуальной дороги. Кроме того, Небраска может похвастаться богатым разнообразием растительности с полевыми цветами, украшающими дороги и ландшафты. Вдоль дорог штата будет много цветов, в том числе воздушных диких подсолнухов, которые, казалось бы, растут как сорняки. На дорогах вы также можете встретить множество коров, которые перенесут ваше путешествие в нотку сельской жизни. Небраска может удивить вас своим очарованием, превратив каждую поездку не просто в задание, а в незабываемые приключения по скрытым сокровищам центральной части страны. Вы уже в восторге от поездки в этот новый штат? Сообщите нам, добавив дополнение Небраска в свой список пожеланий Steam. Следите за обновлением, подписывайтесь на наш канал в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ссылка на Небраска находится в описании данного видеоролика.
Уважаемое лучшее сообщество когда-либо, в воздухе витает праздничное настроение. Самое время поразмышлять о прошедшем году и провести время с самыми близкими нами людьми, где бы вы ни находились и как бы ни отмечали этот праздничный сезон. Мы надеемся, что вы найдете время сделать паузу, насладиться радостью и покоем этого особенного времени. Как и многие другие, большая часть нашей постоянно растущей команды СССР возьмет небольшой перерыв, чтобы отпраздновать этот праздничный сезон. Мы надеемся, вы не возражаете, что в этот период мы публикуем немного меньше, чем обычно. Наш офис уже наполнен духом сезона. С началом нашего самого масштабного и праздничного Рождества мероприятия World of Trucks. На сегодняшний день вы уже совершили свое первое путешествие через портал в волшебную страну. Присоединяйтесь к дальнобойщикам со всего мира, помогая доставлять припасы, подарить в эту страну чудес, наполненную праздничной радостью, снегом и многим другим. Мы приглашаем вас присоединиться к нам в распространении радости в этот праздничный сезон. Размышляя о 2023 году, мы, несомненно, будем думать о моментах, которые приносили нам радость, и о тех, которые приносили нам печаль. Это был сложный год для многих людей по всему миру. Мы искренне надеемся, что в 2024 году мир станет лучше. Если вам интересно, что СССР приготовила на предстоящем год, мы рекомендуем посмотреть запись нашего специального рождественского прямого эфира, который состоялся недавно. Он наполнен захватывающими новостями, обзорами предстоящих проектов, а также множество подсказок о подразвивании от наших команд разработчиков. Ссылочка на данный стрим находится в правом верхнем углу экрана. От имени всех нас, сотрудников СССР, мы желаем вам всем счастливого Рождества и Нового года. Я лично. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Я лично данный новогодний ивент буду проходить или 30 или 31 числа данного года, так что не пропускайте стрим, следите за страничкой канала на ютубе, также за дискордом и за группой канала ВКонтакте. А с вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пейкмейкер, который сейчас видит себя на экране, на колокольчики и подписка на канал. И всем пока.